Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, мы всегда идем по стопам прошлых роликов и уже изученного материала. Ну и конечно, согласно вашим заявкам, по обзору животинок. В прошлый раз мы впервые столкнулись с гибридами на примере лигра, самой большой кошки в мире, гибрида тигрицы и льва. Причем хочу заметить, что гибриды эти получены естественным путем, а отнюдь не селекционным. Просто и тигры, и львы, живя на одной территории, могут давать потомство, потому что относятся к одному роду пантер. Вот и наши сегодняшние гости вполне совместимы друг с другом. Встречайте гризли или гралара, он же полярный гризли, межвидовый гибрид полярного медведя и гризли, то есть бурого медведя. Зарегистрирован пизли как в неволе, так и в дикой природе. А если кто не знал, гризли — это и есть бурый медведь, просто с американской пропиской. Белый медведь и гризли очень похожи генетически и могут давать плодовитое потомство. При этом по целому комплексу морфологических признаков эти виды четко разделяются, а их скрещивание происходит настолько редко, что смешение генетического материала пока минимально. Первые достоверные сведения о получении гибрида бурого и белого медведя получены в зоопарке немецкого города, где начиная с 1874 года несколько раз рождались гибридные медвежата. Несколько таких медвежат впоследствии обитали в лондонском зоопарке. Гибридные медведи из города Галле оказались плодовитыми как при спаривании между собой, так и с родительскими видами. Эти гибриды были белыми при рождении, но позже становились голубовато-бурыми или же желто-бурыми. В 1876 году в зоопарке Германии, другого города, самка европейского бурого медведя 4 раза производила потомство от самца белого мишки. Сейчас чучело взрослого гибрида европейского бурого и белого медведя, родившихся в 19 веке, демонстрируется в зоологическом музее Великобритании. В природе же известно всего 3 подтвержденных случая гибридизации. Почему? Да потому что, несмотря на то, что бурые и белые медведи генетически схожи и часто встречаются на одной и той же территории, они, как правило, избегают друг друга. Я даже не знаю, какая весна должна их заставить так подружиться. Медведи острова Кадьяк на Аляске, как правило, живут в глубине континентальных и островных территорий, в то время как белые медведи предпочитают воду и лед. Некоторые ученые предполагают, что из-за глобального потепления, приведшего к уменьшению площади полярных льдов, белые медведи вынуждены осваивать большие территории, часто удаляясь от морского побережья на 100 и более километров. За последние десятилетия зафиксировано перемещение нескольких особей гризли в Канаде на территории, где ранее встречались только белые медведи. Возможно, более частые встречи из-за большого перекрывания места обитания гризли и белого медведя могут в дальнейшем привести к более частой гибридизации, и у нас образуется новый подвид с неприличным названием пизли. У граларов поведение больше схоже с поведением белых медведей. От своих полярных предков они унаследовали
унаследовали светлый окрас и агрессивность. Граллары поедают рыбу и животных. Они размениваются на ягодки и корешки, как бурые медведи. 80% рациона гризли составляет именно растительная пища. А полярные медведи – это самые мясоедные мясоеды в мире, ведь в Арктике почти ничего не растет. Охотничье поведение у них появляется уже в раннем возрасте. В зоопарках медвежата затаптывают игрушки, как это делают полярные медведи, ломая лед, а также бросают их в стороны, как это делают белые мишки, умертвляя добычу. У гризли подобных швырятельных движений не наблюдается. Кроме того, гибриды ползают по-пластунски, растопыривая задние лапы, и такое поведение тоже присуще именно белым медведям. В 2019 году Департамент охраны окружающей среды официально заявил, что был обнаружен первый граллар во втором поколении в дикой природе. Было решено называть гибридов пизли или нанулаки, если матерью становится гризли, а отцом полярный медведь, и называть граллар или акнук, когда матерью является белая медведица, а отцом гризли. Таким образом, получается, что главная причина появления полярных гризли – это глобальное потепление. Если желудок гризли хорошо приспособлен к растительной пище, то белые мишки вынуждены кочевать из тающей Арктики на континент в поисках мяска, где и находят свою межрасовую любовь. Ученые беспокоятся, что такое межвидовое скрещивание отразится на биоразнообразии. Оно может привести как к исчезновению одного из видов, так и к замещению кого-то на пизли. А как вы думаете, подобные межрасовые браки между медведями в дикой природе будут учащаться или нет? И вообще, к чему это может привести? Напишите свое мнение в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!